Всем привет! И вы на канале о вязании крючком, игрушек и не только, Джули Вули Тойс. Поставьте, пожалуйста, сразу авансом лайк, подпишитесь на канал, ведь в этом видео мы будем вязать такую прекрасную меня. Ну и вообще на этом канале очень много разных мастер-классов по вязанию. Ну а какие же материалы понадобятся для того, чтобы связать меня, я предлагаю вам узнать дальше. Погнали вязать! Итак, что же нам понадобится для создания такой веселой, милой жабки? В первую очередь нам понадобится пряжа. Я думаю, что вы уже наслышаны о небезызвестной Alize Puffy. И я решила ее использовать не так, как она задумывалась петельками вязать, а распустить полностью пряжу. Почему? Потому что у нее отличается фактура от обычной плюшевой пряжи типа Дольче. Она намного плотнее, толще, и она такая вот махровенькая более, чем плюшевая. Поэтому я взяла Puffy номер 41, ярко-зеленый. Плюс ко всему в линейке Дольче таких цветов ярко-зеленых не существует. По крайней мере, я не встречала их. Для жабки нам понадобится чуть меньше одного мотка. Вот что у меня осталось от такого моточка после вязания одной жабки. Вы, конечно, можете вязать из любой пряжи, но учтите, что из Дольче она намного тоньше, получится совершенно по-другому жабка. По этой схеме. Ее конкретно я оптимизировала под Alize Puffy. Еще нам понадобится совсем чуть-чуть желтенько. Здесь я как раз взяла остатки Дольче. Из нее мы вывязываем пузико для нашей жабки. И, соответственно, для вывязывания Дольче я буду использовать крючок номер 4, а вот для Puffy я буду использовать крючок номер 6, так как она намного толще. Еще у нашей жабки есть вот такие вот замечательные розовые щечки. Их можно сделать будет несколькими способами. Можно просто приготовить тоже розовую нитку. У меня тут тоже Alize Puffy остатки только от Alize Puffy Fine. И ими я просто вышивала протяжечки. Либо можно как вариант заменить на кусочек розового фетра. Из него можно будет вырезать вот тоже щечки по форме. Еще нам понадобятся кусочки фетра для ротика нашей жабки. Здесь небольшой кусочек черного и красного. Совсем маленький понадобится. Я уже вырезала и заготовила вот такую вот штучку. Отдельно язычок из красного и отдельно черный. А для того, чтобы все это приклеить, нам понадобится клей Момент Кристалл, который я люблю использовать. Еще у нас есть такой элемент у жабки, как глазки. Глазки я буду использовать вот такие. Мне они нравятся тем, что они идут уже с нарисованными бличками. Здесь они идут у меня на пластиковой ножке с заглушками, но в этой жабке заглушку тулить некуда, поэтому я вам потом покажу, как я вышла из этого положения. Главное, подбирайте по размеру нужного диаметра глазки. Если вы будете вязать точно такую же жабку, как я, из Alize Puffy, то у меня здесь идеально подошли глазки диаметром 1,5 сантиметра. Еще нам понадобятся ножнички, счетчик ряда и маркер ряда, иголки и пины. Желательно иголочку пластиковую, так как для работы с этой пряжей у нее достаточно большое ушко и пластичная сама иголка наша. Ну и для наполнения, конечно же, нам понадобится холофайбер. На этом по материалам все, так что предлагаю приступить к вязанию. И начинаем мы с основы шара тела жабки. Вязать будем классический шарик, но только оптимизированный под данный вид пряжи. Первый ряд мы начинаем с петельки, но не кольца амигуруми. Мы вяжем 2 воздушные петли, и во вторую петлю от крючка мы провязываем наши 6 начальных петелек. Во втором ряду мы просто вяжем по прибавочке в каждый столбик предыдущего ряда, и у нас выходит в этом ряду 12 столбиков без накида. Третий ряд и 1 столбик без накида, 1 прибавка.
Повторяем так по кругу 6 раз, и у нас получится в третьем ряду 18 столбиков без накида. Четвертый ряд мы начинаем с 2 столбиков без накида и 1 прибавочки. Точно так же должны повторить это до конца ряда. Повторить это 6 раз, и в итоге в этом ряду у нас получится уже 24 столбика без накида. Пятый ряд у нас последний ряд с прибавками, и мы провязываем 3 столбика без накида, 1 прибавку. Так мы провязываем по кругу, чтобы получилось в итоге 30 столбиков без накида. Учтите, что все эти расчеты только для данного вида пряжи. С 6 же и включительно по 8 ряды мы провязываем без каких-либо убавок и прибавок по 30 столбиков без накида в каждом из этих рядов. Мы провязали 8 рядов, и теперь мы сужаем наш шарик. Поэтому в 9 ряду мы начинаем с того, что провязываем 3 столбика без накида и делаем убавку. Повторяем так до конца ряда, и у нас уже будет 24 столбика без накида в этом ряду. В 10 ряду мы вяжем 2 столбика без накида, 1 убавочку. Повторяем по кругу 6 раз, чтобы вышло в этом ряду уже 18 столбиков без накида. И после этого ряда мы должны уже будем набить холофайбером наше тельце лягушки. Берем и плотно набиваем холофайбером. Нам еще остается провязать 11 ряд, и его мы начинаем с 1 столбика и 1 убавки. Так мы делаем по кругу до конца ряда, чтобы вышло 12 столбиков без накида. Перед последним рядом мы еще плотненько донабиваем. И в последнем ряду мы провязываем убавки до конца. Чтобы было аккуратнее, я делаю где-то вот 4 убавочки. Оставляю небольшой кусочек нити. Беру иголочку и стягиваю вот это отверстие. Ниточку закрепляем и прячем вовнутрь. Вот и готова основа нашей лягушечки. Предлагаю теперь связать ей пузико желтой плюшевой пряжей Дольче. Для вязания Дольче я меняю крючок на номер 4 и начинаю тоже вязать с воздушных петелек. С 2 воздушных петелек, и во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. Во втором ряду у нас будет 6 прибавок, то есть по прибавке в каждый столбик предыдущего ряда, и соответственно так повторяем мы до конца ряда. Здесь у нас будет 12 столбиков без накида. Третий ряд мы начинаем с 1 столбика и 1 прибавки. Так повторяем по кругу 6 раз. В этом ряду будет уже 18 столбиков без накида. В четвертом ряду по логике вещей мы увеличиваем количество петелек. То есть мы провязываем 2 столбика прибавка, 2 столбика прибавка и провязываем так до конца ряда, повторив это 6 раз по кругу. В этом ряду будет уже 24 столбика без накида. И последний 5-й ряд мы должны провязать 3 столбика прибавка по кругу, но я обычно в этом ряду делаю уже немножечко со смещением петли, для того чтобы наше пузико было более округлое, так как оно уже начинает идти ромбиками. Я для этого вяжу в 5-м ряду 1 столбик без накида, 1 прибавочку. А отсюда уже иду классические 3 столбика прибавка, 3 столбика прибавка до конца ряда. Следите за тем, чтобы в конце ряда у нас получилось в любом случае 30 столбиков без накида. Здесь нам надо оставить ниточку для пришивания достаточно длинную, не такую коротенькую, как у меня, просто у меня закончился клубочек на самом интересном месте. Я буду выкручиваться как-нибудь по-другому, пришью, например, ниточкой в тон пузика. А вы оставляете чуть подлиннее кончик и будем им пришивать пузико к жабке. Из вязаных элементов нашей жабки осталось связать глаза. Вяжутся они элементарно. Это просто 2 воздушные петли. Даже считать ряды нам не придется.
И в первую нашу петлю, то есть во вторую от крючка, мы просто провязываем 6 столбиков без накида. Далее мы оставляем ниточку для пришивания и просто закрепляем ее. Основа под глазик готова. Нам надо связать 2 таких одинаковых глазика. И чтобы их доделать сразу, я буду вклеивать уже сюда готовые пластиковые глазки. Но так как я говорила в начале видео, у меня глазки эти на пластиковой ножке на креплении, а здесь сквозь ушко ничего не прикрепишь, чтобы это было незаметно. Поэтому я просто беру плоскогубцы и откусываю верхушку. Теперь этот глазик можно спокойно приклеивать. Для этого нам нужно будет разместить правильно блики. Вот так берем и приклеиваем. А теперь этап сборки и оформления. В принципе, у нас тут незатейливый этап. Мы берем наши глазки-жабки, пробуем разместить их так, чтобы они были симметричны. Я прикалываю пинами и смотрю на то, где я конкретно их буду размещать. Вот примерно так. И теперь прикалываем пузико. Пузико у нас должно размещаться так, чтобы было еще место для ротика и щечек. То есть чуть-чуть пониже размещаем его. Тоже можно приколоть, примерить, как его размещать, где вам больше нравится. Ну и соответственно, чтобы оно было четко по центру от глазок. Теперь берем нашу пластиковую иголочку и просто-напросто пришиваем все эти элементы. Мы пришили глазки и пузико, и нам осталось еще связать лапки верхние и нижние для нашей лягушечки. Так как детали вяжутся непосредственно сразу из тельца, поэтому я вам не показывала раньше, как их вязать отдельно. Для того, чтобы связать лапку, она у меня находится на 3-м ряду от глаза. Мы проводим линию от глаза, вот где здесь 3-й ряд, вставляем крючок. Таким образом продеваем так, чтобы у нас еще остался небольшой кусочек, и просто провязываем 1, 2, 3 воздушные петельки. Во вторую от крючка мы возвращаемся 2 столбиками без накида, во вторую и в третью по 1 столбику без накида. Затем мы должны оставить небольшой отрезок нити, ниточку закрепить. Вот так вот она должна у нас к глазику ближе прикрепиться. То есть здесь я делаю просто, протягиваю вот этой ниткой, креплю. И вместе с начальной ниточкой я просто связываю. А теперь можно 2 этих кончика спрятать вовнутрь нашей жабки. Аналогично мы сделаем и с лапкой нижней. Отмеряем 3 ряда. Надеваем крючок. Точно так же вяжем, как и предыдущую лапку, 3 воздушными петельками. Возвращаемся 2 столбиками без накида по ним. Смотрите, чтобы все было на одной линии. Глазик и 2 лапки, и размещайте их обязательно симметрично. Смотрите, как на другой стороне у вас получилось. А так вяжем аналогично. И наша квакушка почти готова. Почему почти? Нам осталось сделать ей ротик и вышить щечки. Смотрите, такой момент. Если вдруг у вас нету фетра, чтобы вырезать ей ротик с язычком, можно в принципе вышить просто обычной ниткой улыбочку. Обычной черной ниткой. Я же вырезала на глаз абсолютно язычок и ротик. И в принципе можно делать
Как я обычно говорю, если вы боитесь испортить фетр и хотите вырезать какие-то глазки, ротики, вырежьте сначала их на бумаге, нарисуйте примерный шаблон, вырежьте, примерьте к готовой игрушке, посмотрите по пропорциям, если подходит, то смело обводите на фетре и вырезайте из фетра. А я размещаю ротик по центру жабки и приклеиваю его. Нам остается взять розовую нитку пушистую. Если вдруг у вас нету розовой нитки, то, как я говорила в начале, можно заменить ее розовым фетром, вырезать те же щечки из фетра и приклеить их. Я же буду протяжками просто делать жабки нашей щеки. И наша жабка готова. Я бы такая, что еще и связала какую-нибудь шляпку и сумочку. Если хотите, то дайте мне знать в комментариях, и я сделаю отдельно мастер-класс по каким-нибудь причиндалам для нашей жабки. Вот такие две красотки у меня получились в результате подготовки к мастер-классам. Присылайте мне ваши работы по моим мастер-классам в Инстаграм. Меня везде легко найти, ник везде одинаковый. Я буду очень рада видеть ваши работы. Ну а жабки уже с нетерпением просто, смотрите, ждут ваши лайки. Поставьте лайк, пожалуйста, и подпишитесь на канал. Конечно же, не забывайте про колокольчик. Ну а я всех благодарю за просмотр. Всем спасибо, всем вдохновения. До новых встреч в мастер-классах. Пока!